humanity. Привет, ребята! Кевин Мэлоун разместил это сообщение здесь в Твиттере. Итак, вы, ребята, знаете, что происходило с фондовым рынком в последние 2 раза, когда это происходило. На что он здесь указывает, так это на количественное смягчение, которое сейчас возобновилось. 152,85 миллиарда долларов. Так что, ребята, давайте сделаем скидку на заимствование в триллионы долларов. Посмотрите, что здесь произошло. Хорошо, мы действительно наблюдали всплеск еще в 2008 году, конечно, мы знаем, что произошло в 2009 году. А затем еще раз во время эпидемии пивного гриппа в 2020 году. Для сравнения, если мы взглянем на графики, давайте просто взглянем на S&P 500 просто для справки здесь на ежедневной основе. Позвольте мне избавиться от этого. Позвольте мне избавиться от чего-нибудь из этого. Хорошо, позвольте мне уменьшить масштаб здесь и вернуться к этому. Напомните, когда это было? В 2008 и 2009 годах. Что произошло в 2008 и 2009 годах? Последовавший за этим обвал фондового рынка. И опять же, если мы вернемся сюда снова в 2020 году, перенесите это сюда и просто взгляните на 2020 год. В марте 2020 года прямо здесь произошло то же самое. Фондовый рынок упал примерно на 35%, а затем восстановился и достиг новых небывалых максимумов. Вот где мы сегодня находимся, ребята. И вы знаете, многие говорили, что это просто выглядит не очень хорошо, и вы знаете, даже если мы просто взглянем на это изолированно. На эту модель здесь на графике никаких новых максимумов не формируется. Мы не видели, чтобы это V-образное дно восстанавливалось. Мы действительно видели более низкие минимумы. Сейчас мы достигаем более высоких максимумов. Если вы, ребята, взглянете на индекс S&P 500 за день, то увидите, что мы достигаем более высоких максимумов. Однако это все еще не вселяет уверенности в инвесторов. Вот еще один пример. Федеральная резервная система США или ФРС только что напечатали 300 миллиардов долларов из воздуха на прошлой неделе, чтобы спасти банки. Какая шутка и экономика вуду. Это не свободный рынок и даже не капитализм. Если развивающиеся страны хотят получить 300 миллиардов долларов, они должны продать свой суверенитет МВФ и Всемирному банку. Это сообщение исходит от Слейда Кантона здесь в Твиттере. И то, что он демонстрирует здесь, скачок темпов количественного смягчения. Я часто вижу этот график здесь в Твиттере. Артур Хью здесь объясняет это. На случай, если вы не понимаете, насколько серьезны банковские проблемы США, вот бухгалтерский баланс. Эти кредиты представляют собой недавно напечатанные деньги или одну из форм количественного смягчения. Они увеличивают баланс ФРС на 300 миллиардов долларов, как я только что упомянул. Другими словами, всего за одну неделю ФРС отменила примерно половину всего того, чего она добилась за прошедший год. Итак, просто взгляните на этот график. В основном, вы знаете, количественное ужесточение QT в основном привело нас к снижению в течение периода 2022 года. А затем сейчас мы снова наблюдаем этот всплеск. Половина работы, проделанной за последний год, была отменена на этой неделе, как вы, ребята, можете видеть на этом графике. Так как же это повлияет на рынок криптовалют? Вот еще один взгляд на этот вопрос от CryptoNova здесь в Твиттере. Конец медвежьего рынка и начало бычьего рынка. Возможно, это относится конкретно к криптовалютам. Федеральная резервная система на этой неделе пополнила свой баланс на 300 миллиардов долларов. В последний раз они добавляли крупную сумму в течение одной недели вскоре после эпидемии пивного гриппа. Мы все знали, что тогда происходило на рынках. И так, как я уже показывал вам, ребята, на графике ранее, крипторынки растут на этой неделе по мере того, как усиливается влияние продолжающегося банковского кризиса в США. Федеральная резервная система вливала в экономику 300 миллиардов долларов. Некоторые называют этот шаг окончанием количественного ужесточения и новым началом количественного смягчения. Для тех, кому интересно, что это значит, хорошо, во-первых, количественное ужесточение – это вытягивание денег из экономики, повышение процентных ставок. Чтобы люди больше не могли занимать деньги в банках. Это хорошо для борьбы с инфляцией, но негативно сказывается на риске таких активов, как криптовалюта и акции. Так что это то, что мы, очевидно, наблюдали в течение всего 2022 года. Приведя здесь общую рыночную капитализацию, вы, ребята, можете увидеть. Я имею в виду, что мы говорим об этом каждый божий день. В 2022 году рынок, по сути, обрушился вниз. Если взять процентный показатель, то мы действительно наблюдали снижение рынка примерно на 75% за этот период времени. Просто перейдем к делу. Количественное ужесточение – это вливание денег в экономику. Печатание денег, чтобы спасти экономику в краткосрочной перспективе и заставить их заплатить за это впоследствии. Инфляция растет, но при этом повышается риск для таких активов, как криптовалюта и акции. Так что же, мы увидим разворот событий. Будет ли ФРС продолжать повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией или нет, уже не имеет значения. Если они снова напечатают, инфляция снова вырастет. Ущерб уже нанесен. Почему? У них не было выбора. По крайней мере, они хотят, чтобы мы в это верили. И, возможно, так оно и есть. Спасение экономики в краткосрочной перспективе меньше из двух зол. Не только это, но и то, что криптовалюта постепенно рассматривается инвесторами как безопасное убежище на фоне предупреждения о том, что все больше банков могут обанкротиться. Так вот, это была еще одна вещь, которую я хотел затронуть. Вы знаете, в условиях этой банковской деятельности, вы знаете, в прошлые выходные, когда ЭВБ обанкротился, мы действительно увидели сдвиг на рынке. Позвольте мне затронуть тему биткоина конкретно, и я говорил об этом на прошлой неделе в пятницу, что стало своего рода точкой разворота для биткоина. В пятницу и субботу мы действительно наблюдали разворот биткоина, движение вверх. И вы знаете, только за последнюю неделю мы наблюдали
наблюдали рост примерно на 42% в целом по биткоину в частности. Таким образом, есть предупреждение о том, что еще больше банков могут обанкротиться. Многие аналитики проводят поразительное сравнение или, извините, контраст между мартом 2020 года и фондом ФРС, созданным в этом месяце для спасения банков от кризиса. Программа срочного финансирования банков, увидим ли мы полномасштабную бычью среду, еще предстоит выяснить. Процентные ставки остаются высокими, но совершенно невозможно игнорировать тот факт, что они снова печатают триллионы долларов. И у нас даже есть Питер Шиф, который дает здесь свой комментарий. Питер Шиф, известный экономист, сказал, что к концу месяца количество бюллетеней для голосования может достичь нового максимума. Повышение ставок не имеет значения. Инфляция значительно возросла благодаря помощи банкам. Что бы ни случилось, это еще предстоит увидеть, но одно можно сказать наверняка. Макроэкономическая обстановка изменилась. И мы уже не находимся в той же ситуации, в которой наблюдался нисходящий тренд за последние 18 месяцев. Итак, ребята, мы вступаем в новую эру. Некоторые говорят, что это будет благоприятный момент для криптоиндустрии. Другие смотрят на этот конкретный график и говорят: а что же происходило в те другие разы? Вот этот первый график. Что происходило в те другие разы, когда мы видели это количественное смягчение? По крайней мере, прямо сейчас криптовалюта настроена оптимистично. У нас есть биткоин. Он действительно достиг нуля в $28, цена прямо здесь. Я достиг этой отметки за ночь или почти 28 нулевых долларов, то есть примерно 27 нулевых $800. У нас есть XRP, который также движется вверх, хотя и не намного по сравнению с этим. Все это очень интересно, потому что аналитики смотрят на банки и на то, куда движутся американские банки. И я думаю, что это действительно будет определять направление развития криптографии, если она будет масштабной. Все, что вам нужно помнить, это то, что в 2008 году в то время еще не было биткоина. Биткоин вышел из этого кризиса. Так что на самом деле мы не знаем, как отреагировала бы криптовалюта в случае крупного финансового банковского кризиса в Соединенных Штатах. Академическое исследование показало, что 186 банков столь же уязвимы к краже, как и банк Силиконовой долины. Так что в течение последней недели они были заняты выполнением своей домашней работы. Уязвимость банков связана с тем, что этот тип активов, хранящихся на балансах, стоит меньше, отчасти из-за роста процентных ставок, ребята. И 186 банков считаются уязвимыми. В новом научном исследовании, посвященном уязвимости банков, делается вывод о том, что 186 американских банков остаются уязвимыми к набегу депозитов, подобному тому, который обрек на гибель Signature Bank Силиконовой долины и Silvergate Bank на прошлой неделе. В этой статье 4 профессоров сделан вывод о том, что рыночная стоимость активов банковской системы США в размере $2 триллионов ниже, чем предполагалось по их балансовой стоимости активов, учитывающих кредитные портфели, удерживаемые до погашения. И вот вам цитата, ребята: активы отмеченных на рынке банков сократились в среднем на 10% по всем банкам. При этом, согласно этому исследованию, в нижнем пятом процентиле наблюдается снижение на 20%. О боже! О боже! Кстати, я читаю это уже в первый раз. И чтобы вы знали, цифры просто не очень хорошо смотрятся. Исследователи обнаружили 186 банков с отрицательным коэффициентом покрытия застрахованных вкладов. Банки, входящие в эту группу, могут подвергать риску застрахованные вклады. В исследовании не были названы банки и не учитывалась роль новой программы срочного финансирования банков ФРС, о которой было объявлено в минувшие выходные. Однако я должен сказать, что в целом, по большому счету, это выглядит не очень хорошо. Отметив 186 банков, разве мы ничему не научились из последнего финансового кризиса? Лин Нолдин, присутствующая здесь, тоже замечает это. Банковские услуги с частичным резервированием в последнее время достигают максимумов с точки зрения поиска в Google или поиска по трендам в Google. Я не знаю, является ли это бычьим или медвежьим сигналом, но это забавно. И вот мы видим, ребята, что тенденция растет. И это происходит с 2004 года по сегодняшний день. Таким образом, при этом учитывается довольно длительный период времени. Посмотрите сюда, пунктирная линия показывает, где мы находимся сегодня. Так что интерес к нам есть, и люди, очевидно, обеспокоены. Республиканская партия по финансовым услугам разместила это сообщение в Твиттере. Председатель Патрик МакГенри и представитель высокопоставленного члена Максин Уотерс объявили о проведении двухпартийных слушаний с федеральными финансовыми регуляторами в ответ на сбои в работе ВБ Signature Bank, которые состоятся 29 марта 2023 года. Итак, они будут смотреть на это. Очевидно, что это может иметь действительно негативные последствия для банковского сектора США. По всем причинам мы все еще задаемся вопросом, почему и как получилось, что XRP и Ripple до сих пор не имеют ясности в Соединенных Штатах. У вас такое чувство, что вы тоже бьетесь головой о кирпичную стену, просто задаваясь вопросом: «Эй, что, черт возьми, здесь происходит? Почему? Почему до сих пор никто ничего не предпринял?» Это могло бы быть идеальным решением. Однако в других частях мира мы все активнее внедряем Ripple XRP. Этот проект от T-Hole Bidict XRP – ярмарка трансграничных платежей в сфере финтеха-валюты, которая, как ожидается, охватит 25 валют, включая мексиканское песо. Таким образом, мы знаем, что компания Tanos является партнером Ripple,
и теперь валютная ярмарка объявила о партнерстве с компанией Tanes. Они собираются поддержать валютную ярмарку, предложив свои денежные переводы в 25 новых валютах, включая мексиканское песо. Это означает рост на текущих рынках более чем на 100%, то есть удвоение их доли на рынке. Благодаря этому партнерству клиенты валютных ярмарок и бизнес-клиенты теперь могут отправлять, обменивать и переводить деньги в большем количестве стран, получая выгоду от валютных ярмарок, конкурентоспособных курсов, быстрых и надежных переводов и отличного обслуживания клиентов. И здесь, сосредоточив внимание на мексиканском песо, огромном коридоре денежных переводов в Северной Америке. Запуск мексиканского песо открывает значительные возможности для обмена валюты. Потоки денежных переводов в Латинскую Америку достигли 142 миллиардов долларов в 2022 году, увеличившись на 9,3%. Это совсем другое дело. Все эти цифры продолжают расти. Потребность в этой технологии всегда существует. В 2021 году этот показатель составил 21,6% по сравнению с 2020 годом, из которых Мексика получила 60 миллиардов долларов. Ошеломляющие 94,9% были отправлены из Соединенных Штатов, где в прошлом году стартовала валютная ярмарка. Поэтому мы рады расширить наше присутствие на этом рынке после запуска мексиканского песо. Ребята, как вы видите, Соединенные Штаты играют в этом большую роль. Очевидно, что на этом пути все еще существуют препятствия. Все еще существуют препятствия из-за судебного процесса. Но вы же знаете, что повсюду в других местах они открывают эти коридоры. Я чувствую, что рельсы выстраиваются, и вы знаете, как только мы наконец добьемся такой ясности в Соединенных Штатах. Это будет тот последний кусочек головоломки, который необходимо собрать, чтобы наконец-то действительно в полной мере извлечь выгоду из внедрения RippleNet XRP. Я так хотел поблагодарить Тихолда Бедека за то, что он опубликовал это сообщение. Уизи и ее команда, распаковав коробку, нашли здесь интересный клип. Джей Клейтон берет интервью у Эндрю Бонда. Наконец, там было много денег, и у людей сложились очень укоренившиеся взгляды на то, следует ли принимать криптографию или отвергать ее. Криптография – это технология. Я считаю, что так и должно быть, ее следует использовать в той мере, в какой она делает все лучше. Некоторые из людей, которые считали, что ее следует использовать, говорили: возможно, это и не улучшит регулирование, но мы все равно должны просто идти вперед. Эта технология, ее следует использовать, говорит Джей Клейтон, человек, который подал в суд на Ripple и причинил вред сотням розничных инвесторов, а затем ушел работать на конкурентов. Да, вы не можете все это выдумать. Другой трейдер, работающий в сообществе XRP в криптомире, также подвергается критике со стороны некоторых представителей сообщества XRP. На днях мы немного поговорили о Coinbase и их реакции на повторный листинг XRP после вынесения вердикта по делу. Но сообществу XRP это просто не понравилось. Эшли Проспер изначально написал об этом в своем твиттере: лояльность должна быть вознаграждена. Поэтому, как сообщество, мы должны пообещать не использовать Coinbase, даже если они делают реалистичный XRP. Компания была рядом и была лояльна к нам все это время. Поэтому она говорит: используйте вместо этого программу поддержка. Марк Филлипс, ретвитнув это и повторив это мнение: я не буду использовать Coinbase, потому что они явно предвзяты по отношению к Ethereum и против XRP. Решения Coinbase по списку D-List определяются их альянсом с Ethereum и инвестициями, а не управлением юридическими рисками. Поэтому я не знаю, действительно ли вы, ребята, живете в Соединенных Штатах, напишите об этом в разделе комментариев. Сколько из вас, ребята, уже решили, что я больше не пользуюсь Coinbase? Сколько из вас, ребята, также использовали биткоин для покупки XRP в течение этого длительного периода исключения из списка примерно с 21 января по сегодняшний день? Мне было бы любопытно узнать, сколько людей на самом деле находятся в такой же ситуации. Несмотря ни на что, Ripple продолжает двигаться и прогрессировать за рубежом. Еще один сотрудник T-Hole Bidec Bank, обслуживающий Африку, включил двигатели, ребята. Взгляните на это. Резервный банк и банк, обслуживающий Африку, запускают новый сервис мгновенных платежей. Южноафриканский резервный банк и Bank Africa официально запустили в понедельник новый платежный сервис под названием PayShap, стремясь сделать банковскую деятельность более доступной и инклюзивной. И как указывает здесь Холбидек, Bank Africa действительно выбрал банки TC или банки и их судебное решение на базе XRP для запуска программы быстрых платежей SA. Он опубликовал это еще в феврале 2022 года. С миллиардами транзакций на сумму триллионы долларов, Bank Africa является крупнейшим автоматизированным центром обмена информацией в Африке. SA является известным коридором ODEL. И, ребята, вот вся вспомогательная документация, просто чтобы дать вам, ребята, более подробную информацию об этом. Итак, сейчас мы наблюдаем еще одно партнерство между банком Africa и резервным банком, запускающим новый сервис мгновенных платежей под названием PayShap. Мы наблюдаем все большее распространение этого сервиса. Соединенные Штаты, опять же, как я уже упоминал, последний кусочек головоломки будет последним кусочком головоломки из-за того, что этот парень сделал в 2020 году. Да, я знаю, но все в порядке, потому что я думаю, что у нас будет больше причин, чем когда-либо переходить на XRP в Соединенных Штатах. Сейчас я только что пронюхал о том, что Банк Америки собирается купить Signature Bank, говорит Билл Экман. Он упомянул об этом в своем твиттере буквально вчера. Он сказал, что Bank of America собирается приобрести Signature Bank в понедельник, не ссылаясь при этом на какие-либо источники информации. Так что это не подтвержденная информация. Однако именно это Билл Экман активно публиковал в Твиттер. Я должен сказать, что это довольно смелое заявление, если у вас на самом деле не было никаких веских причин для публикации этого сообщения. Я слышал, что Bank of
of America собирается купить Signature Bank в понедельник. До тех пор, пока мы не сможем защитить незастрахованные депозиты, стоимость капитала для небольших банков будет расти, что подтолкнет их к слиянию или приобретению СИБами. Я не думаю, что это вообще хорошо для Америки. Таким образом, Bank of America, один из крупнейших банков, я имею в виду в качестве дополнительной информации, является партнером Ripple. Для них просто логично двигаться в этом направлении и сделать такой шаг, купив Signature Bank. Но вы же знаете, что на данном этапе это будет означать консолидацию банковского сектора. Прошли те времена, когда существовало множество небольших банков, и вы знаете, что у вас была возможность выбирать, куда вы хотите вложить свои деньги. И тогда в конечном итоге это будут просто крупные банки, где, вы знаете, крупные банки владеют всем богатством, владеют всей властью. Власть становится все более централизованной. Очевидно, мы также знаем, что крупный банковский сектор находится в сговоре друг с другом. Они хотят получить контроль над ситуацией. Они хотят иметь возможность сохранить этот контроль. Финтех-технологии проникают в банковский сектор и разрушают его. Таким образом, мы знаем, что такие финтехи, как Ripple и XRP, сыграют свою роль, потому что мы также знаем, что они играют по правилам. Мы знаем, что они следуют правилам, и закулисные банки, такие как Bank of America, адаптируют RippleNet и по сути готовы действовать, как только у нас появится такая ясность. Ясность в отношении XRP, ясность в отношении банков-держателей, я уверен, что хочу иметь возможность владеть XRP. И у нас до сих пор нет такой ясности. Так что как только у нас появится такая ясность, я думаю, мы действительно начнем видеть, как все идет своим чередом. И, ребята, я думаю, что это произойдет скорее раньше, чем позже. Когда мы говорили об этом в 2021 году, в 2022 году, вы знаете, говоря о великой перезагрузке, мы просто погружались в эту великую перезагрузку. Я думаю, многие из нас даже не подозревали об этом. Мы даже не могли этого почувствовать. Но сейчас, ребята, я чувствую это сильнее, чем когда-либо. Мы находимся в самом разгаре событий, и вы знаете, что эти банковские крахи не должны застать многих из нас врасплох. Если вы следите за моим каналом, по крайней мере, последние пару лет, или знаете, по крайней мере, с тех пор, как начался пивной грипп, мы сейчас активно участвуем в этом процессе, и, возможно, нам стоит ожидать еще одного события «Черного лебедя». Я случайно услышал об этом от Иэна Бинса, Кевина Олири, инвестора и одного из ведущих проекта «Аквариум с акулами». Он говорит, что советует руководителям стартапов ограничить банковские депозиты. Поэтому он активно выходит на улицу и говорит: «Послушайте, ребята, банковский сектор тоже в беде. Приготовьтесь к тому, что следующий идиот черный лебедь взорвется», как он выразился. Итак, вот что говорит Кевин Олири. Он говорит, что мы говорили нашим руководителям не вкладывать более 20% ликвидных активов в какое-либо одно учреждение. Мне все равно, кого вы знаете и насколько они велики. В больших и малых банках всегда найдется следующий идиот-менеджер черного лебедя. Так что мы не знаем, кто это такой, сказал Олири в интервью Yahoo Finance в среду. Его комментарии появились вскоре после краха банка Силиконовой долины. Его крах вызвал резкую распродажу банковских акций и опасения банковского кризиса в стиле 1980-х годов. Но проблемы носят менее системный характер и в большей степени связаны с идиотским руководством ЭВБ и некомпетентным советом директоров, которые ничего не смыслят в банковском деле, сказал Кевин Олири. Он добавил, что активы его собственных компаний были привязаны к банку, хотя он не раскрыл общую сумму. В частности, Олири обвинил ЭВБ в высокой подверженности риску долгосрочных облигаций. Цены на облигации упали за последние годы на фоне повышения процентных ставок ФРС для контроля инфляции, что привело к 620 нереализованным убыткам во всех банках США, согласно оценкам в ДИК. Так что даже сейчас Кевин Олири выходит и говорит: «Ребята, скорее всего, состоится еще одно мероприятие «Черный лебедь», и мы должны быть готовы к этому». И выбор времени действительно кажется странным, не так ли? У нас действительно есть программа FedNow, которая запускает платежи в режиме реального времени, или скорее запускает платежи в режиме реального времени в июле 2023 года, то есть в июле этого года. Я немного рассказал об этом в видео, которое я сделал на днях. Некоторые представители сообщества XRP задавались вопросом, собираются ли они использовать XRP. Они используют Sepharium? Я приведу ссылку на видео, которое я сделал здесь, в правом верхнем углу. Я думаю, что по большому счету в двух словах мы могли бы ознакомиться с обеими технологиями, и я объясню, почему в этом видео. Интересно, однако, вот это видео от мистера Манна. Дебют Федеральной резервной системы ФРС в режиме реального времени неизбежен. Как я уже упоминал, июль 2023 года. Финансовые учреждения, в том числе банки и кредитные союзы, используют сервисы от Zelda Rails, такие как сеть РТП и Центр обмена информацией. Старые технологии отходят на второй план по сравнению с платежами в режиме реального времени. И я чувствую, что в некотором роде банковский сектор Соединенных Штатов был подтолкнут к тому, чтобы двигаться в этом направлении. Банки и предприятия переходят на мгновенные платежи. Колебания клиентов в том, чтобы сделать мгновенные платежи основной чертой своей финансовой жизни, будут непродолжительными. Предприятия отойдут от чеков и электронных переводов и обнаружат, что прямая обработка данных преобразует коммерческие платежи. Именно поэтому я и говорю, что это удобное время. Судя по тому, о чем мы говорили в этом видео, очевидно, что количественное смягчение снова началось. И то, что обычно происходит в эти моменты времени, традиционно приводит к обвалу фондового рынка. Но на этот раз, ребята, может ли быть по-другому? И причина, по которой я это говорю, заключается вот в чем. Вот это интервью с Кейтлин Лонг. Послушайте, как она описывает то, что будет происходить сейчас в связи с выходом в эфир в июле этого года. И если вы посмотрите на балансы банков,
то увидите, что практически ни у одного из них нет достаточного количества наличных денег для покрытия депозитов до востребования, которые сейчас можно снять со скоростью нескольких минут. Дело вот в чем. Раньше вам нужно было пойти в отделение банка и заполнить бумажный бланк, чтобы снять деньги с банковского счета. Теперь вы можете сделать это со своего телефона. Интересно то, что банковские регуляторы долгое время ненавидели наиболее продвинутые в технологическом отношении банки. Им нравится идея о том, что все должно быть аналоговым, потому что это все замедляет. Буквально вчера ФРС подтвердила, что новая платежная система FedNow, которая в конечном счете заменит Fedwire, появится в сети в июле. И эта система 24 часа в сутки и 365 дней в году. И в пресс-релизе было много информации о требованиях к тестированию, которым должны будут соответствовать банки, которые собираются внедрить ее в июле. Не было никакого подтверждения тому, что скорость движения денег неизбежно возрастет, когда у вас появится система реального времени. Поэтому мы говорили о том, сколько времени вам потребуется, чтобы перевести платежную инструкцию в аналоговый формат по сравнению с онлайн-банком или API. Но теперь процесс расчетов также ускоряется после получения инструкции банком. И это будет происходить в режиме реального времени. Теперь ФРС ограничивает вас только $100 с нуля за один раз, но $100 с нуля за один раз, по сути, равны повышенному банковскому риску. И я была поражена тем, что ФРС ничего не сказала в этом пресс-релизе о требовании от банков, которые сейчас будут предлагать ФРС удерживать больше ликвидности. Это означает, что они еще не получили ее. Таким образом, как отмечает здесь Кейтлин Лонг, нет никакого подтверждения тому, что скорость урегулирования увеличится. И это из-за характера платежей в режиме реального времени, не так ли? А что это тоже увеличивает? Она упоминает нулевой лимит в $100, но это также увеличивает риск банкротства банка по своей сути. Подумайте об этом. Если вы можете вытащить $100 с нулем со скоростью света, и каждый может вытащить $100 с нулем со скоростью света. И мы находимся в такой ситуации. Люди обеспокоены тем, что 186 банков уязвимы, как указано в недавней научной статье. Что это на самом деле означает, ребята? Набег на банки в Соединенных Штатах ускорился из-за того, что правительство вводит мгновенные платежи. Теперь есть еще один момент, который мы еще не рассмотрели. Если Ripple XRP действительно увидит ясность в Соединенных Штатах в этот момент времени, будет ли у нас механизм, позволяющий получать эту ликвидность? Смогут ли эти компании сразу же включиться на полную мощность, используя XRP для получения ликвидности, в случае, если на самом деле произойдет банкротство банка? Беспрецедентно из-за скорости платежей в режиме реального времени, поступающих по трубе ФРС в июле 2023 года. Все вещи, которые я определенно думаю, мы должны рассмотреть. Я задал вопрос, почему банкнота Федеральной резервной системы больше не отображается на долговых часах США, а теперь на ее месте отображается банкнота казначейства США. Есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь? Ну, что интересно, так это то, что уже более 117 человек видят эту штуку, и это именно то, о чем мы здесь говорим. Мы говорим об этом прямо здесь. Это то, что раньше было на платформе, денежная база Федеральной резервной системы, а вот то, что сейчас показано на платформе, это доллары казначейства США. Теперь я узнал кое-какую информацию. Это частный сайт. Они используют правительственные каналы для получения информации, которую они показывают, но они вообще не являются правительственным учреждением или организацией. Поэтому мы ждем ответа на этот вопрос, но я не знаю ответа. Но мы надеемся вскоре услышать от них о том, что побуждает их вносить эти изменения. А также ссылка на нулевой доллар в соотношении доллара к нефти, а также соотношение доллара к золоту и доллару к серебру. Я пытаюсь получить ответы на эти вопросы. Так что мы будем держать вас в курсе событий. Я хочу услышать, что вы, ребята, думаете. Пожалуйста, подпишитесь на канал, если вам еще не понравилось видео, если вам нравится контент, который я предоставляю. Я всегда с удовольствием выслушаю ваши комментарии. Увидимся в следующем видео, ребята.